Всем привет, с вами Quinta Как все прекрасно знают, скоро начнется сезон мастерства. В связи с этим я бы хотел записать несколько видео о возможных способах фарма. Основной упор видео будет сделан на том, чтобы каждый класс мог его сделать. Эти методы в основном будут связаны с профессиями, а не с фармом большого количества мобов. И первое, с чего я бы хотел начать, это стравничество. Сегодня мы рассмотрим все споты для фарма призрачной поганки. Я захотел начать именно с нее, потому что, как всем известно, или если кто-то пропустил новость, в сезоне мастерства количество точек респауна травы и руды будет увеличено. Но так как призрачной поганки и так мало, то это не сильно повлияет на ее спрос. К сожалению, я не успел проверить на тестовом сервере, насколько больше спотов стало, поэтому буду отталкиваться от того, что их стало в 2 раза больше. Ну что ж, давайте начнем. Я пойду от худших спотов к наиболее лучшим, по моему мнению. Итак, самым худшим местом для фарма призрачной поганки я считаю внутренние земли. Хоть в теории их там и самое большое количество, но по факту там будет очень много народу, и вы практически ничего не сможете нафармить на заселенных серверах. Итак, первое место во внутренних землях, где вы можете найти бледную поганку, показано на экране. Здесь растет одна поганка на данный момент. И при условии того, что если все будет увеличено в 2 раза, могу предположить, что в данной области будет произрастать 2 поганки. Но так как область очень маленькая, скорее всего здесь будут стоять АФК люди, которые будут ее собирать. Либо просто это будут делать боты, что тоже усложнит задачу. Следующее место находится внизу карты. И оно также не очень хорошо, так как в этой локации находится большое количество элитных мобов, что максимально осложнит вам фарм. Также здесь, скорее всего, будет присутствовать большое количество людей, которых захотят ее собрать. В общей сложности в этой точке произрастает одновременно 3 бледных поганки. Если учитывать, что их также будет количество увеличено, то их будет произрастать 6 штук. Следующее место во внутренних землях, где произрастает бледная поганка, это пещеры со слизнями. И оно уже немного лучше тех, которые были до этого, так как здесь находятся не элитные мобы, но это только увеличит конкуренцию среди других людей. Также имеет 3 точки спауна травы. Здесь со слизней в теории падают сумки, из которых можно выбить бледные поганки, но я бы не рассчитывал на это, так как шанс дропа самой сумки 12%, а то, что с сумки упадет поганка, всего лишь 3%. И это очень маленькие шансы. К сожалению, во внутренних землях мне не получилось замерить, сколько можно заработать сейчас с бледных поганок, так как на текущий момент они фармятся без какой-либо конкуренции и стоят довольно-таки мало. Следующее место я считаю лучшим для данного способа фарма, так как здесь будет минимальная конкуренция. Это место находится возле входа в Марадон, в его пещерах и в самом Марадоне. Здесь я уже смог замерить результаты, так как в пещерах Марадона все равно мало людей фармит, даже на актуале. А в самом Марадоне вы находитесь один и всегда сможете пофармить данную траву. В пещерах перед Марадоном находятся тоже 3 спауна травы. Могу предположить, что она также будет увеличена до 6 в теории. Но в самой пещере из-за того, что она большая, как правило, ресается на довольно больших расстояниях, что тоже усложняет фарм ее. Самое большое время я потратил для того, чтобы понять, сколько в Марадоне можно будет заработать с этой травы и сколько времени потребуется на ее сборы. Всего в Марадоне произрастает всегда 8 бледных поганок. 2 из них находятся в пурпурном квартале, 2 в оранжевом, 2 на болотах. Последняя зона, где они произрастают, я, к сожалению, не знаю, как называется, но знаю, что оттуда начинают маги свой большой пул в Марадоне. Я сделал 2 захода в Марадон, и в таком случае нам понадобится примерно в районе 10-12 минут на 1 ран, при условии, что мы не будем агрить мобов. Второй способ имеет, может быть, больший профицит, но тут надо проводить большие тесты и понять, сколько людей будет фармить около подземелья Марадона. Он заключается в том, что мы только просматриваем пурпурный и оранжевый квартал вместе с болотами и не бежим в конец данжа. Далее мы просто выходим из подземелья и собираем траву около Марадона. При таком способе у меня получилось проходить Марадон примерно за 5-7 минут. И если количество точек появления травы будет увеличено в сезоне мастерства, то около подземелья Марадона, может быть, тоже будет выгодно собирать траву. При данном условии мы можем 35 минут находиться в самом подземелье с 5 КД и остальное время собирать траву около подземелья. Ну, либо если у вас есть даже 2 60 уровня, то вы можете попробовать пройти подземелье 2 персонажами за это время. Профитность данного метода я рассчитывал из того, что на моем сервере даже к концу классики цена на бледную поганку составляла в районе 2-3 голды за штучку.
Если мы будем делать 5 полных проходов, то за час мы сможем собрать 40 бледных поганок, что в пересчете нам даст около 80-120 золотых за час. Если же мы будем собирать только 6 штучек в подземелье, а потом выходить перед Марадоном, то это нам гарантированно даст от 75 до 90 золотых, но также и уменьшит наше время фарма в 2 раза. И в свободное время вы можете попробовать поискать бледную поганку около подземелий, или если у вас есть 2 персонажа, то вы сможете получить до 180 золотых в час. Данная трава является довольно-таки востребованной, так как из нее делают зелья на повышение урона от темной магии. Также она нужна для создания предметов в портняжном деле и для создания липок. Если данное видео было полезно и вы бы хотели узнать еще о каких-то способах фарма для всех классов, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пишите комментарии, если хотите узнать о чем-то более подробно. И возможно я сниму про это видео. Всем удачи и до новых встреч!